Привет! Меня зовут Светлана. На календаре 20 ноября 2021 года, и вы на моем вышивально-развлекательном канале. Сегодня в программе. В начале видео будет отчет по вышивке за прошедшую неделю, итоги, впечатления. Во второй части видео, следуя сложившейся на канале традиции, наш клуб любителей рукодельничать, путешествуя по Средневековью, вновь распахнет свои двери. В прошлом выпуске мы с вами совершили экскурс в средневековую Англию в компании короля Ричарда III. И пока мы еще не совсем далеко отошли, я предлагаю вновь туда сегодня вернуться и прогуляться, но уже не по замкам и аббатствам в окружении королей, а в Шервудском лесу в компании предводителя лесных разбойников, славного парня Робин Гуда. Легенду о нем все помнят с детства. Робин Гуд – герой средневековых английских народных баллад, предводитель лесных разбойников, действовал со своей шайкой в лесах около Ноттингема и боролся за справедливость, грабил богатых рыцарей и священников, отдавая добытое беднякам. Более 7 столетий живет эта легенда о благородном разбойнике, а ученым до сих пор так и не удалось установить, кем в действительности был Робин Гуд и существовал ли он на самом деле. Но пока вернемся, друзья, к первой части нашего видео. Ну вот, друзья, на прошлой неделе мне удалось вышить вот такую очередную заготовку для новогодней игрушки. Вот такой Санта в колпаке, в очках, с трубкой. Он мне кого только не напоминает. И алхимика, и сказочника из сказки «Золушка». Ну, видимо, своей трубкой навеяла, когда он ее задымил на балу, и все присутствующие оказались в своих мечтах. Кто где когда-то мечтал оказаться, там и оказался на определенное время. Вот такой сказочник, алхимик, Дед Мороз, Санта-Клаус. Вышивался он легко и непринужденно, даже несмотря на то, что присутствует нелюбимый мною стежок 1/4 крестика и бэкстич, вышивался легко. Вот обычно бэкстич очень сложно, куда его прокладывать, не спускаешь глаз со схемы, где какой цвет, чтобы туда нитка легла. Ну, здесь он абсолютно логичен, понятен и прост. Буквально можно было без схемы, ну, понятно, лицо внимательно нужно было проработать, а затем уже с легкостью локоны, пряди на бородушке, вот усы, все понятно, его безрукавочка, красивая у него, видимо, костюмчик троечка, колпак, складочки, все шло понятно, легко, кармашек, пуговички, вот карандаши у него, цветные кисти. Он занят подготовкой к празднику, расписывает игрушки, видимо, для наших деток. Вот такой замечательный персонаж, очень мне понравился, добродушный такой сказочник Санта. Так что вышился легко и непринужденно. Маленький такой, небольшой, вот, ну, для елки самое то. Вот так. Такой красавчик получился. Схема несложная, цветная, вот, все понятно, доступно и легко.
Вышила с удовольствием. Ну, не знаю, хочу еще одного вышить. Получится, успею или нет, не знаю. Вот такого Деда Мороза. Он мне напоминает Деда Мороза из сказки «Морозко» чем-то. Ну вот так, глядя на него, у меня в памяти всплывает именно этот образ. Но не знаю, загадывать не буду, друзья, потому что у меня заготовки, а пора уже их собирать в игрушки. Время идет стремительно, и хочется побольше вышить. И как подумаю, что на сборку игрушек времени тоже требуется немало. Поэтому, ну, не загадывать не буду. В общем, посмотрим. Расскажу вам на следующем отчете. Решилась, не решилась и как там что. Вот такой Санта будет исполнять, друзья, наши мечты. Ну, теперь перейдем плавно к моему любимому процессу. И называется он «Любимая мелодия». Да, я напомню, я вышиваю картину. Схему для вышивки разработала творческая мастерская «Артель Белый кролик», которые, в свою очередь, схему разработали по картине известного итальянского художника Евгению Эдуарду Зампиги. Я очень люблю этого художника, мне нравятся абсолютно все его картины. Он любил изображать быт простых людей. И они все яркие, все пронизаны чувствами, эмоциями. Глаз не оторвать, просто наслаждение смотреть на его картины. Очень люблю. Ну и многие, конечно, уже знают, что я мечтаю вышить еще одну его картину, которая называется «Ее первый урок». Схема разработана Golden Kite. Так что, друзья, очень мечтаю по окончанию любимой мелодии приступить к ее первому уроку. Вот так, друзья. Так что этот художник очень мне близок и интересен. Люблю его все работы. Да, но вернемся, да. Как я уже сказала, вышиваю картину. Размер схемы 576 на 420 стежков. 200 цветов задействовано, из них 102 бленда. Я вышиваю крестиком в 2 сложения нити на аиде 18 каунта, ниточками ДМС по ключу, иглой 28 номера. Вот так, друзья. Ну и теперь, пока перед нами путеводитель, хочу показать, где мы с вами находимся. Если эту картину мы разобьем по вертикали на 3 части, то окажемся в первой левой части картины. Как раз где изображен наш славный герой и персонаж Джузеппе. Его лучезарная улыбка, мягкий, добрый, пронизывающий взгляд, потрясающий. Но он уже, конечно, я вам пока его показать на вышивке не могу. Он смотан. А у меня напряженные отношения все еще со станком, поэтому пока я его смотала и не трогаю уже, как есть, вышиваю, иду дальше. Да, ну вернемся к карте к нашей. Мы с вами, друзья, опускаемся все ниже и ниже. Ну, не в плане пошли по наклонной, а в плане продвижения в вышивке. Мы идем, продвигаемся с вами к нижнему левому углу первой части картины. Ну, вот так. Вот эта часть у нас с вами в работе. Ну, перейдем непосредственно к вышивке, да, друзья?
Убираем наши ниточки, любимые, красивые, интересные. И вот перед нами наш герой, вернее его часть, ножки. На прошлой неделе, друзья, я вышивала пеструшку. Вот она у нас, красавица, голубушка. Она стоит к нам, как мы видим, ну, не то чтобы спиной, ну, скажем так, что мы подошли к ней с тыла, да? И видим перед собой хорошенькую курочку-пеструшку. Ухоженную такая она и откормленная. У нее ребрышки нигде ничего не торчит. Гладенькая, хорошенькая. Прям хочется ее пощупать, потрогать. Молодец. Розочка, видимо, за ней хорошо ухаживает, как мы видим, да? Недавно курочка, пеструшечка прошла груминг, поэтому предстала пред наши очи во всей красе. Очень хорошенькая, выглядит настолько естественно и натурально. Молодцы, девочки, хорошо поработали. Такая вот пеструшечка порадовала меня своим появлением. Хорошенькая, прям хорошенькая, и все тут. Голубушка, ножки ей надо еще, если вот довыщу, вот она будет у нас радовать, бегать у нас по канве. Да. Ну и затем у нашего одного из главных персонажей, Джузеппе, дорогуши нашей, появились башмачки. Вот такие башмачки. Изношенные, бедолага, истоптанные босош. Сколько ж ты, Джузеппе, в них протопал. Голубчик ты наш. У меня такое впечатление, друзья, что он за нами протопал, ой, по всему Средневековью. Где мы с вами, там и он за нами. Да, Джузеппе? И по паркетам, и по бездорожью, и где только он с нами не был. И на ни одной палубе корабля, и ни на одном корабле. Молодец. Хорошо, друзья, мне нравится. Вот не перестаю радоваться проработке схемы. Вот что есть, друзья, то есть. Нечего сказать. Аккуратненько, вот как есть башмачки, как нам Зампиги Эдуарду изобразил их. Вот они. Вот таковы они и есть. Хорошо все видно, объемно, выглядят натурально, припыленно. Да, пыль средневековых дорог на башмачках четко просматривается. Ножка стола, вот как она продлилась у нас, такая тоже элегантная, ровная, красивая, резная, бесподобная ножка получилась. Ну и вот мы продвигаемся с вами к кувшину с водой. Будет он у нас, я надеюсь, в следующей части, в следующем отчете. Кувшинчик должен быть, по идее, готов. Чему я несказанно рада. И да, друзья, еще у нас персонаж. Сейчас я вам его покажу. Начал проявляться. Хвостик. Вот он. Еще одной, вот она, курочка, которая изображает из себя хамелеона. Не знаю, возможно, наша курочка страдает диагнозом мимикрия. Надо озадачиться, так это или нет. Но она постоянно пытается замаскироваться под кувшин. Что ей, кстати, до недавнего совсем времени успешно удавалось. Вот такая курочка. Я ее назвала Хамелия.
Не хамелеона, хамелия. Ой, возле пеструшечки, вот она. Аж какая красавица. Ну, точно имеет цвет кувшинчика. Но я ее уже рассмотрела. И вот ее хвостик. Так что, друзья, будем ждать теперь появления хамелии. Вот так. Ну, вроде бы я вам все, друзья, рассказала, поделилась с вами впечатлением. Ах, я же вам не рассказала. Сколько чего, да? Сколько я... Сколько же... Сейчас по памяти. Значит, в процентах вышито уже, ну, чуть более 30. Точно там не помню. Крестиков сколько вышито. За прошедшую неделю мне удалось вышить 3850 крестиков. Да. А всего вышито 73 тысячи. Вот такая математика. Теперь, друзья, по-моему, я вам уже все рассказала и отчиталась. И мы можем с вами плавно отправляться в путешествие. Я постараюсь вставлять картинки тематические. Так что, если будет в какой-то момент вам интересно, посматривайте на экран. Настраиваемся, друзья, на нужный лад и отправляемся в Средневековье. Славный парень Робин Гуд. Робин Гуд – один из немногих, наряду с королем Артуром, легендарных героев английских баллад, который вышел за рамки фольклора и стал важной культурной реалией. Он становится героем литературных произведений, о нем ставятся спектакли, снимаются многочисленные фильмы и тому подобное. Легенду о нем все помнят с детства. Робин Гуд – герой средневековых английских народных баллад, предводитель лесных разбойников, действовал со своей шайкой в лесах около Ноттингема и боролся за справедливость, грабил богатых рыцарей и священников, отдавая добытое беднякам. Более 7 столетий живет эта легенда о благородном разбойнике, а ученым до сих пор так и не удалось установить, кем в действительности был Робин Гуд и существовал ли он на самом деле. Изучая историю знаменитого разбойника, почти невозможно отделить факты от вымысла. Первые предания о Робин Гуде, записанные еще в XIV веке, без сомнения, рассказывались и пересказывались на протяжении нескольких веков и впоследствии обрастали все новыми деталями. По числу упоминаний в старинных сказаниях и балладах ему почти нет равных. В одном из наиболее полных сборников английских баллад, опубликованных в XIX веке, насчитывается 40 произведений о Робин Гуде. Симптоматично, что имя Робин Гуд впервые упоминается в поэме, в центре которой стоит человек из народа, простой пахарь, служащий истине трудом. Также симптоматично, что это упоминание непосредственно предшествовало крестьянской войне Уотта Тайлера 1381, когда, по словам Томаса Уолсингема, восставшими был выдвинут в форме иронического вопроса следующий лозунг: «Когда Адам пахала, Ева пряла, кто джентльменом был тогда?» Несомненно, что в эту эпоху легенды о Робин Гуде, возникшие еще в древности, обогащались новыми подробностями.
В парламентских свитках 1439 года говорится о некоем Пирсе Венаблесе, который вместе со многими другими, оставшимися неизвестными, совершив восстание, ушел в леса, как некогда Робин Гуд со своей свитой. 15 столетие было, по-видимому, временем расцвета народных баллад о Робин Гуде. К этому времени относятся первые дошедшие до нас рукописные записи баллад. В самом начале XVI века, 1510 год, была впервые напечатана книга баллад о Робин Гуде. В конце XV века неизвестный автор написал балладу о Робин Гуде. Робин гордым разбойником был, представлял он своего героя. Жил он, не зная страха, и веселые песни любил. В каждой из 4 историй, составляющих балладу, читатель встречается с отважным предводителем лесного отряда веселых разбойников, которые нападали на богатых и помогали бедным. В первой новелле Робин одалживает деньги своего верного оруженосца маленького Джона обедневшему рыцарю, чтобы отомстить жадному аббату. Во второй хитростью заставляет ненавистного шерифа из Ноттингема пообедать с ним олениной, которую разбойники добыли в вотчине стража порядка в Шервудском лесу. В третьей Робин узнает переодетого короля Эдуарда, который инкогнито приезжает в Ноттингем, чтобы расследовать нарушения закона местными правителями, и поступает к нему на службу. Заключительная часть баллады, опубликованная в 1495 году, повествует о возвращении Робина к разбойному промыслу и предательстве настоятельницы Керклейского аббатства, которое доводит его до смерти кровопусканиями, когда он приезжает к ней в монастырь подлечиться. В Англии XVI века этот герой стал настоящим любимцем простых людей. Жители деревень и провинциальных городков вроде Стрэнфорда, родины Шекспира, посвящали Робин Гуду майский праздник. В этот день молодежь плясала вокруг майского шеста, распевая песни о знаменитом народном герое. Некоторые, надев зеленые куртки и вооружившись луками, разыгрывали в лесу перед собравшейся толпой приключения Робин Гуда, маленького Джона и других веселых людей зеленого леса. Довольно часто высказывались предположения, что Робин Гуд не только собирательное лицо народного фольклора. Историки уже давно ищут прототип легендарного героя. Факт существования Робин Гуда зафиксирован документально. Но вот беда. Документы эти охватывают слишком большой исторический период и иногда спорят друг с другом. Было установлено несколько исторических личностей, которые могли послужить прототипами легендарного Робина. В реестрах переписи населения за 1228 и 1230 годы значится имя Роберта Гуда по прозвищу Домовой, о котором сказано, что он скрывался от правосудия. Примерно в это же время возникло народное движение под руководством сэра Роберта Твинга. Повстанцы совершали набеги на монастыри, а награбленное зерно раздавали бедным. Однако имя Роберт Гуд было довольно распространенным, поэтому ученые склоняются к версии о том, что прообразом Робин Гуда стал некий Роберт Фитцук, претендент на титул графа, который родился приблизительно в 1160 году и умер в 1247.
В некоторых справочниках эти годы даже фигурируют как даты жизни Робин Гуда, хотя письменные источники того времени не содержат упоминаний о мятежном аристократе по имени Роберт Фитцук. Сведения о разбойничьей биографии Робин Гуда можно найти в 1361 году. О человеке с таким именем и образом жизни упомянул в летописи шотландский историк Джаред Фордун. Следующее нелегендарное сообщение о Робин Гуде относится уже к хроникам XVI века. По свидетельству прославленного летописца Джона Стоу, описывающего историю XIV века, это был разбойник, возглавлявший шайку, в которую входила сотня бойцов, хорошо владевших луком и стрелами. Историк пишет, что хотя разбойники промышляли грабежом, Робин Гуд никогда не допускал притеснения и иного насилия над женщинами. Он не трогал бедняков, раздавая им все, что отбирал у святош и знатных богатеев. В 1988 году городской совет Ноттингема обнародовал пространный доклад о своем самом знаменитом гражданине Робин Гуде. На протяжении многих лет в Совет приходили тысячи запросов от частных лиц и организаций о нем самом и его бравой дружине. Несмотря на многовековую историю предания о Робин Гуде, члены городского совета подвергли самым серьезным сомнениям легенду о неуловимом вожаке добрых разбойников. В результате тщательного изучения исторических хроник и других памятников старины несколько групп независимых историков пришли к выводу, что отважный герой, якобы грабивший богатых, чтобы помогать бедным, даже не был знаком с девицей Марианной, согласно легенде, возлюбленной Робин Гуда. Монах Тук просто вымышленная личность, а маленький Джон был злобным и ворчливым человеком, ничего общего не имеющим с персонажем фольклора. Что ж, эта версия тоже имеет право на существование. Один из самых волнующих вопросов – это кто же был королем во времена Робин Гуда? Датировка исторических событий, послуживших основой рассказа о Робин Гуде, осложняется еще и тем, что в различных вариантах легенды упоминаются разные английские монархи. В видении Петра Пахаря наряду с Робин Гудом упоминается Рандольф граф Честерский. Последний – реальное историческое лицо. Он жил в царствовании нормандских королей Ричарда I, Иоанна Безземельного и Генриха III, то есть во второй половине XII – первой половине XIII века. К этому времени некоторые исследователи и относят возникновение первых преданий о Робин Гуде. Согласно другим английским балладам, он жил в начале XIV века, во времена правления короля Эдуарда II. Однако в настоящее время наибольшую популярность имеет художественная версия Вальтера Скотта, согласно которой Робин Гуд жил во второй половине XII века, то есть был современником Ричарда «Львиное сердце» и Иоанна Безземельного. В 1819 году Вальтер Скотт использовал образ Робин Гуда в качестве прототипа одного из персонажей романа Айвенго. Но исследования историков развенчали этот миф.
Сэр Уолтер Боуэр, один из первых историков, занимавшихся вопросом Робин Гуда, считал, что он был участником восстания 1265 года против короля Генриха III, которое возглавил королевский родственник Симон де Монфор. После поражения де Монфора многие из повстанцев не разоружились и продолжали жить как герой баллад Робин Гуд. В это время, писал Боуэр, знаменитый грабитель Робин Гуд стал пользоваться большим влиянием среди тех, кто был лишен наследства и объявлен вне закона за участие в восстании. Главное противоречие гипотезы Боуэра состоит в том, что большой лук, упоминаемый в балладах о Робин Гуде, еще не был изобретен во время восстания де Монфора. Грэхэм Блэк, директор выставки «Предания о Робин Гуде» в Ноттингеме, считает, что настоящая история Робин Гуда началась в 1261 году, когда в Беркшире был объявлен вне закона некий Уильям, сын Роберта Смита. Судебный клерк, писавший указ, назвал его Уильямом Робин Гудом. Видимо, таково было прозвище молодого человека. В подтверждение этой версии были найдены и другие судебные документы, зафиксировавшие такое написание прозвища. В документах XV века упоминается камень Робин Гуда в Йоркшире. Из этого следует, что баллады, а может быть и сам обладатель легендарного имени, были к этому времени уже хорошо известны. Склонные искать следы подлинного Робин Гуда в 1320-х годах обычно предлагают на роль благородного разбойника Роберта Гуда, арендатора из Уэйкфилда, который в 1322 году участвовал в восстании под предводительством графа Ланкастерского. Согласно источникам, он жил в Уэйкфилде, графство Йоркшир, в XIII-XIV веках. В документах записано, что знаменитый разбойник родился в 1290 году и был наречен Робертом Гудом. И хотя в старых реестрах дается 3 варианта написания фамилии – Год, Гоуд и Гуд, зато никто не оспаривает происхождение Робина. Он был холопом графа Уоррена. Вскоре Робин перешел в услужение к новому хозяину, сэру Томасу Ланкастеру. Когда граф возглавил бунт против короля Эдуарда II, Робину, как и другим слугам графа, не оставалось ничего иного, как подчиниться хозяину и взяться за оружие. Но восстание было подавлено, Ланкастер захвачен в плен и обезглавлен. Его владения были конфискованы королем, а графских крепостных, участвовавших в бунте, объявили вне закона. Робин нашел идеальное убежище в глухом Шервудском лесу, занимавшем площадь в 25 квадратных миль. Через Шервудские, примыкавшие к нему в те времена Барндельские леса, проходила проложена еще римлянами северная дорога, на которой было очень оживленное движение. Это и привлекало разбойников как самый верный источник добычи. В подтверждение гипотезы приводятся сведения о том, что когда король Эдуард II посетил графа Уоррена, то взял к себе на службу в качестве камердинера некоего Роберта Гуда, которому выплачивалось жалование в течение последующих 12 месяцев, после чего онный Гуд был возвращен графу Уоррену. Все эти факты хорошо согласуются с событиями, изложенными в 3-й части баллады о Робин Гуде.
Если взять за отправную точку упоминания о короле Эдуарде II, то получается, что герой-разбойник совершал свои подвиги в первой четверти XIV века. Однако можно ли считать балладу о Робин Гуде бесспорным источником для хронологии? По другим версиям, Робин Гуд появляется на исторической сцене несколько раньше в качестве отважного воина короля Ричарда I «Львиное сердце», правление которого пришлось на период с 1189 по 1199 год. Но это, скорее всего, дань романтической традиции, пустившая щедрые всходы с легкой руки Вальтера Скотта в романе «Айвенго». Вероятнее всего, вопрос об историческом прототипе Робин Гуда, а также о времени возникновения преданий и баллад, воспевающих его подвиги, никогда так и не выйдет из области предположений. Баллады часто называют его свободным крестьянином, так иногда и он сам себя называет. Есть баллада, согласно которой отец его был лесничим и знаменитым стрелком из лука. В другой балладе Робин Гуд предстает незаконным сыном дочери знатного графа, которая, боясь отцовского гнева, ушла в лес рожать сына. Не в чертоге и не в горнице с расписными стенами родился Робин Гуд, а в зеленом лесу среди ландышей, сообщается в одной из баллад. Существует также версия, которая называет Робин Гуда знатным графом, пострадавшим от происком врагов. Ему принадлежал титул графа, а жил он в царствовании Ричарда I 1189-1199. Все же мотив аристократизации Робин Гуда мог зародиться и в народе. В этом желании сделать во что бы то ни стало своего любимца человеком знатного рода может быть скрыто наивное желание простых людей сказать аристократии, чем наши хуже ваших. Поэтому отнесение Робин Гуда к сословию обедневших и разорившихся дворян, скорее всего, останется на совести народных легенд. С определенностью о Робин Гуде можно утверждать только одно. Предание о нем постоянно пополнялось все новыми деталями. Сначала Робин просто вассал-арендатор, фермер, но со временем превращается в благородного изгнанника. Так в ранних балладах нет упоминаний о девице Марианне, возлюбленной ли жене Робина. Впервые она появляется в поздних версиях легенды, возникших в конце XV века. А вот гигант по прозвищу Маленький Джон присутствует в отряде разбойников уже в первоначальных вариантах легенды. Маленький Джон, бывший дубильщик, самый яркий образ среди товарищей Робин Гуда по зеленому лесу. Он прозван маленьким в шутку. На самом деле это колоссального роста и силы великан. Хотя его прозвали маленьким, он был велик телом и 7 футов ростом. Маленький Джон – верный друг Робин Гуда, готовый пожертвовать ради него жизнью и вместе с тем шутник и балагур. Что же касается беглого монаха Тука, то о нем мнения исследователей расходятся. Он принадлежит, по-видимому, к более поздним образам. Одни считают, что этот легендарный персонаж объединяет в себе черты нескольких беглых монахов, по тем или иным причинам нашедшим убежище в Шервудском лесу.
Другие полагают, что и впрямь существовал такой жизнерадостный человек, любивший повеселиться в компании лесных братьев. Согласно же победившей на сегодняшний день второй версии, просто ее отстаивает большинство английских историков, монахом Туком было реальное лицо. Некто Роберт Стаффорд, священник из Сассекса, живший в начале XV века. Веселые и опасные приключения Робин Гуда закончились предположительно около 1346 года. Он погиб от вражеской руки. Его убила родственница, настоятельница Керклейского монастыря. Робин, больной, пришел однажды к ней в монастырь и попросил пустить ему кровь. Монахиня, с виду ласковая и приветливая, отворила Робин Гуду жилу и ждала, чтобы он истек кровью. Потом вышла из горницы и заперла за собой дверь. Тут Робин Гуд понял, что его предали. Он хотел выпрыгнуть в окно, но не в силах был до него добраться. Тогда он трижды слабо протрубил в свой рог. Маленький Джон услыхал его зов и тотчас же явился к Робину, но застал его умирающим. «Положи мой лук рядом со мной в могилу», — сказал Робин Гуд. «Он был для меня сладкой музыкой. Могилу мне сделай как следует, из зеленой травы и из камушков. Вырой ее достаточно широкой и длинной. Под голову положи мне кусок дерна. Пусть скажут люди, когда меня не будет в живых: здесь лежит храбрый Робин Гуд». Следует признать, что он мог умереть в монастыре после тяжелой болезни и без вмешательства коварной монахини. Если настоятельница лечила Робина обильными кровопусканиями и клейстерами, то это целиком и полностью соответствовало медицинским предписаниям того времени, в результате чего ослабевший и обескровленный он так и не смог оправиться от недуга. Сегодня большинство исследователей сходятся во мнении, что Робин Гуд символизирует определенный тип героя-разбойника, который прославлялся в передаваемых из поколения в поколение легендах, по крайней мере, уже с начала XIV века. Робин Гуд, по словам известного ученого, это чистое создание народной музы, изобретение неизвестного автора, который хотел прославить простого человека, сражавшегося за справедливость. Именно этим объясняется универсальная притягательность благородного разбойника, так емко выраженная в прощальном благословении, часто встречающемся в легендах о Робин Гуде. Господи, помилуй его душу, ибо он был добрым разбойником и всегда помогал бедным. Вот так, друзья. На сегодня наше путешествие подошло к концу. Пишите комментарии, мне очень интересно всегда ваше мнение. Ставьте лайки, дизлайки. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Встретимся в следующем путешествии. А на сегодня все. Пока-пока.